Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, к удивлению, так быстро дан старт изысканиям на новой площадке по строительству первой АЭС в Казахстане. И вроде как там в Узбекистане что-то тоже сдвинулось. И прокомментируйте, пожалуйста, новость, что Казахстан обходит Росатом и собирается сам для себя строить, собирать топливо для АЭС. Как так? Ну, давайте по порядку. Новостей много. 8 августа действительно начата инженерно-изыскательские работы, так этот этап называется, на озере Балхаш. Подбирается точное место. Этот этап длится до 18 месяцев. Дело в том, что нагрузка, так скажем, объекта недвижимости, если мы говорим о блоке под ВВР-1200– это миллионы тонн, которые давят на грунт. Это берег озера. Соответственно, грунт должен быть исследован более чем тщательно. Буровые работы будут до 120 метров на глубину браться пробы грунта с тем, чтобы разобраться, что с этим грунтом происходит, какого он качества. Берег озера– это что значит? Это значит повышенный уровень грунтовых вод. Соответственно, нужно разбираться, как гидроизолировать фундамент от этой напасти. До какой высоты зависит от характера э, водного режима озера Балхаш, которое периодически, не часто, но если обильные снегопады зимой, просто немножечко выходит из берегов. Если он немножечко выходит из берегов, значит, уровень влажности в подземных слоях становится еще выше. Казахстан сейсмоопасен. Не сказать, что в этих районах бывают какие-то крупные землетрясения, но даже 3-4 балла– это сейсмоудары, и, соответственно, не твердые грунты, а там есть и суглинки, и илистые отложения, и песок могут превратиться в плавуны. Самый тяжелый случай в этом, если действительно вот такой риск есть, придется обеспечивать так называемое свайное поле. Это, естественно, удорожает проект. Такие примеры есть, когда это приходилось делать. Один из блоков Ленинградской атомной электростанции номер 2 стоит на буронабивных сваях длиной 40 метров. И только поверх этого идет плита фундамента. Соответственно, пока этот процесс не будет завершен, берутся пробы грунта, доставляются соответствующим специалистам, они исследуют. От этого зависит подбор марки бетона, с учетом того, что у воды озера Балхаш есть особенность, которой, по-моему, больше нигде на планете нет. Река Или, которая обеспечивает его водой, приходит с востока на юго-западный берег, юго-западная оконечность Балхаша, повышенная соленость. В озере соленая вода, потому что солончаки. Не стоит забывать, что Балхаш– это полупустыня со всеми отсюда вытекающими последствиями. А в этом случае нужно будет еще и подбирать марки сплавов для арматуры того же фундамента и так далее, и так далее. То есть вопрос очень серьезный, и когда политики самого разного ранга заявляют, что проект будет стоить 13-14 миллиардов долларов, может быть, они правы, а может быть, нет. Потому что пока не будут проведены исследования, пока свое слово не скажут научно-исследовательские институты, в данной ситуации даже ваши, Максим, соседи из города Подольска, я имею в виду гидропрессы, может быть, и им придется менять тоже проект. Без этого процесса, без этого этапа работ сделать ничего нельзя, в том числе и государственные регулирующие органы лицензию на строительство просто не выдадут, пока не убедятся, что настолько тяжелые блоки, объекты недвижимости, набитые тяжелым металлом, будут чувствовать себя безопасно в тех условиях, которые в Казахстане, конкретно на северо-западном, на юго-западном берегу Балхаша есть. Так что еще на тот момент, когда прозвучали слова о том, что будет создаваться консорциум, когда прозвучали слова о том, что будет создаваться консорциум во главе с Росатомом, в Казахстане раздавались голоса о том, что до конца года можно выйти на обязывающий контракт. Я еще тогда был очень удивлен. Этого сделать нельзя, пока не будут завершены эти работы.
И глава Росатома, который участвовал в церемонии, он достаточно точно все описал. Точное местоположение станции определится только по завершении этого этапа. То есть, если будет обнаружено, что вот здесь плывущие какие-то грунты, а здесь более-менее твердые, ну вот от этого все и будет зависеть. Вот что касается Казахстана. Понятно, что для Казахстана это огромный шаг вперед. Они в полной мере возвращаются в бывший советский атомный проект. Напомню, что он для Казахстана отнюдь не чужой. Это и работавший первый блок реактора энергоблок на базе реактора БН-350 быстрого натриева впервые в Советском Союзе. Он был сделан именно там. Город Шевченко, ныне Октава. Он обеспечивал город не только электроэнергией, но и теплом и пресной водой. Излишки тепла использовались для того, чтобы опреснять воду, и было вполне удачно. Сейчас для решения вопроса с пресной водой построен водовод со стороны России, и вряд ли это самый безопасный случай, самый безопасный метод. Работают исследовательские реакторы на территории бывшего Семипалатинского полигона, и это, опять же, без города Подольск не обошлось. Реактор, который там работает, это проект научно-производственного объединения «Луч». Он очень хорошо себя чувствует, в полном порядке. Еще один исследовательский завод, реактор в Алматы, и они оба участвовали в целом ряде работ, которые проводил Росатом. Работы были связаны с образцами толерантного топлива, так называемого. Эта серия работ закончена. Институт физики, ядерной физики в Казахстане работает. Исследования идут, наработка медицинских изотопов пошла. Реакторы получили новое топливо. Понятно, что если речь идет о научно-производственном объединении «Луч», оно у нас из очень простых, поэтому топливо для этого исследовательского реактора имело обогащение по содержанию урана-235 93%. По тем временам никто не удивлялся, что, собственно говоря, ядерный боезаряд у вас в качестве топлива используется. Но потом стали удивляться. Казахские и российские физики сумели запитать этот реактор топливом с обогащением до 20%, ну, то есть по 235-му, то есть верхняя планка для МАГАТЭ. И все эти работы идут. Открыт филиал Московского инженерно-физического института в Казахстане. Это второй после Узбекистана случай зарубежного филиала для нашего ведущего ядерного вуза. Подготовка идет весьма основательно. Что касается реактора БН-350, он установлен, но впереди работы по демонтажу. Совместно идет разработка неторопливая, что делать с топливом, как решать вопросы радиоактивной безопасности. Я повторюсь, Казахстан отнюдь не новичок во всем, что связано с атомной энергетикой. Это не говоря уже о том, что вот уже в течение 15 лет Казахстан номер один на планете по объему добычи урановой руды. В нашей прессе пишут, что занимает порядка 40%. Это неправда. По итогам прошлого года получилось 44,2%. А в 2023 было 43,5%. Так что я не собираюсь давать какие-то рекомендации Казахстану, но сапожник без сапог, вот это мудрость здесь подходит как никогда точнее. Добывая больше всех на планете урана, Казахстан все еще не имеет атомной электростанции. Хорошо, что референдум принес те результаты, которые действительно пойдут, на мой взгляд, на пользу не только энергетики Казахстана, но и ее научному потенциалу, конструкционному и так далее. На церемонии Алексей Лихачев сказал, что считает, что до 30% будет локализация работ казахстанских компаний. Это тот опыт, который прошла Белоруссия, действительно полезен. 30% это и общестроительные работы, но я вот только что описал, какие сложности предстоят. Там совершенно особые требования ко всему, что связано со строительством. Опять же, в качестве примера, раз уж я ее касался, Ленинградская атомная электростанция. Галька для производства бетона в Ленинградской области не подошла. Ее везут из Карелии. Таковые требования. То есть, здесь все достаточно серьезно. Какую еще часть работ смогут взять на себя казахстанские компании, ну, будет определяться по мере реализации проекта.
Напомню, что требования к любому производству, отвечающего уровню атомной энергетики, это тоже не очень просто. Но в Беларуси, например, предприятиями атомной отрасли стали 8 заводов. Это уже достаточно серьезная величина. И те строители, которые участвуют непосредственно в строительстве, вот в таких условиях, это тоже золотой кадровый состав. Белорусская строительная компания после опыта, полученного на строительстве Островецкой атомной электростанции, работают в Бангладеш, работают в Египте и готовятся к началу работы в Венгрии. Такие строители тоже нужны, это тоже большой шаг вперед. Так что поздравляю всех участников, поздравляю с тем, что в год 80-летия нашего атомного проекта, атомный проект медленно, но верно возвращается в те границы, в которых он был в далеком 1945 году. Некоторое время он был сугубо российским, сейчас он на самом деле уже российско-белорусский, и будет получать дальнейшее расширение нам всем на пользу. Напомню, что в любом высокотехнологичном проекте главная ценность – это люди. Чем больше людей будут приходить в атомную энергетику, тем быстрее будем наблюдать прогресс. Что касается прозвучавшего варианта фабрикации топлива для атомной электростанции дома в Казахстане, ну, собственно говоря, это не первый проект. Напомню, что на Ульбинском комбинате уже работает Ульба ТВС, так он называется. Это совместное предприятие с китайцами. Вышло на плановый объем производства 200 тонн готового ядерного топлива в год. Это достаточно большой объем. Напомню, что топливо с обогащением в 5% – это порядка 10 килограммов урана для 1 килограмма готового топлива с обогащением в 5%. То есть переработка достаточно значительная. Урбинский комбинат был одним из флагманов Министерства среднего машиностроения. Действительно поздравляю Казахстан с тем, что кадровый состав удалось сохранить. Это не только дополнительная очистка желтого кека, то есть извлечение пустой породы из урановой руды. Там целый ряд других работ идет, связанных с редкими металлами. Качество ядерного топлива, которое производилось, то есть вот те самые таблетки обогащенного урана, действительно было лучшим из того, что имелось в арсенале Министерства среднего машиностроения Советского Союза. Надо отдать должное, что в течение более 15 лет сначала Минатом, потом и Росатом получал топливо тоже из Ульбы, пока не подтянули уровень Новосибирского завода химических концентратов. То есть с этим у них полный порядок. Завод Ульба ТВС – это поступивший обогащенный урановый продукт, который на месте спекают в таблетки, на месте производятся циркониевые трубочки для тепловыделяющих элементов, собираются в ТВС. Технологии используются французские. Собственно говоря, не секрет, что все второе поколение атомных электростанций Китая – это именно французские технологии, именно поэтому ТВС квадрат. Напомню, у нас гексагональные тепловыделяющие сборки, шестиугольники, сота. Там принципиально квадрат – это такое отличие, которое ликвидировать нельзя. Китай доволен качеством, все 100% входят туда. Если Россия и Казахстан решат, что необходимо организовать завод по фабрикации топлива для казахстанских атомных электростанций, ничего выдающегося здесь не произойдет. Кроме того, такого вопроса, а так ли это выгодно самому Казахстану? Потому что если мы прислушаемся к словам казахстанских политиков, что еще 2 атомных электростанции будут строить китайские специалисты, то это ТВС квадрат. Завод, который будет обеспечивать только 2 атомных энергоблока, но экономические выкладки показывают, что это не очень выгодно. Но с одной стороны, с другой стороны, у Росатома проектов за рубежом более чем достаточно, почему бы и дополнительную возможность не использовать. Если использовать только для самих себя, то завод оправдан при наличии 6 энергоблоков, для которого производится топливо. 2 – это просто маловато. Опять же, Казахстан с такой работой справится, Росатом с такой работой справится, все остальное, я думаю, экономические отделы Ульбинского горно-обогатительного комбината и Росатома решат без нас с вами.
Если найдут экономическую целесообразность, значит, такой завод появится. Если говорить о том, что я сейчас не проговорил, наверное, заметили, обогащение самого урана по содержанию делящегося изотопа урана-235 до 5%. Сейчас вот просто никто не знает, где же это происходит. Не в Казахстане. Если смотреть по тем документам, которые видят МАГАТЭ и прочие инспекторы, обогащенный урановый продукт поставляет заказчик, китайская страна. На этом информация заканчивается. Почему? Потому что есть подозрение, что обезумевший Запад может организовать рестрикции против Росатома. Всего можно ожидать. Почему МАГАТЭ не возражает всевозможным подозрениям, что обогащение по 235 урану идет в России, тоже известно. На территории Казахстана, на Урбинском комбинате, создан и действует первый в мире банк низкообогащенного урана. То есть, это запас обогащенного до 5% урана на тот случай, если в каких-то странах, где есть атомная энергетика, возникают проблемы с ядерным топливом. Вот тут из банка можно взять. Совместный проект России, Казахстана и МАГАТЭ. Был еще один участник украинский, который куда-то пропал. Банк есть, значит, его постоянно надо пополнять, чтобы запас обогащенного уранового продукта не снижался. Соответственно, для того, чтобы вот это совместное предприятие работало, ну, конечно же, Казахстану приходится возить желтый кек в Россию, в Ангарск, где международный центр обогащения урана есть, все международное, все под эгидой МКТ. Наверное, из банка куда-то будет пропадать уран, поэтому придется опять возить желтый кек в Россию, но исключительно для того, чтобы вот этот международный банк низкообогащенного урана ни в коем случае не снижал свои объемы. Так бывает. Никто ничего не знает, никто ничего не видит. Если говорить серьезно, то никуда не делся. Вот работаем втроем, Россия, Казахстан и Китай. Казахстан добывает уран, Россия обогащает по содержанию урана 235, Казахстан занимается фабрикацией топлива, Китай получает готовую продукцию. Ситуация, которую наши наиболее вероятные противники описывают как вин-вин-вин. Остается только закрывать глаза на то, кто что делает, и поменьше вообще писать об этом. Хорошее качество на Урбинском комбинате, как у самих таблеток урана, так и у производимых тепловыделяющих сборок. Вот это самое главное. А вникать в какие-то производственные детальки зачем? Топливо качественное, качественное. Это хорошо. Борис Анилович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже поддержка нашему проекту. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.